Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, шторма сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. Тропический циклон Дитва вызвал катастрофические наводнения и оползни на Шри-Ланке и привел к гибели по меньшей мере 69 человек. Еще 34 человека числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие затронуло в общей сложности 219 тысяч человек и парализовало ключевые туристические регионы страны. Сильнейшие ливни и штормовой ветер привели к масштабным разрушениям. Особенно сильно пострадали центральные туристические регионы Канди и Матале. Движение наземного транспорта в пострадавших регионах полностью парализовано. Дороги в популярных туристических направлениях, таких как Сигирия, Нуара-Элия и Элла, завалены поваленными деревьями и заблокированы подтоплениями и оползнями. Международный аэропорт Коломбо закрыт, и в ближайшие 4 дня вылеты из него будут невозможны. В крупных городах наблюдаются перебои с водой и электричеством. Были закрыты для посещения национальные парки Яла, Хортон Плейнс, Вазгамува, Уилпатту, Минерия и Каудула. Десятки тысяч туристов пережидают стихию в отелях. Часть из них находится в аэропорту Коломбо. По приказу президента страны Ануры Диссанайке к оказанию помощи пострадавшим и спасательным работам привлечено более 20,5 тысяч военнослужащих. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов и расчищают дороги. Гуманитарная ситуация в зоне бедствия остается сложной. Власти призывают население и туристов соблюдать максимальную осторожность и следить за официальными сообщениями. В пятницу Пермский край накрыл мощный снегопад. Плотный мокрый снег начал идти в обед и не утихал до позднего вечера, основательно покрыв улицы, парки и крыши домов. В Перми этот день стал вторым по количеству снежного покрова в этом году. Ситуация на дорогах серьезно обострилась за считанные часы. Снегопад превратил проезжую часть в снежную кашу, в которой застревали даже автобусы. Городские улицы оказались полностью парализованы 10-бальными пробками, а жители вынуждены были добираться с работы домой пешком. Департамент транспорта сообщил о задержках в движении общественного транспорта, которые достигали 20 минут. Власти призвали водителей быть предельно осторожными на дорогах, а по возможности вовсе отказаться от использования личного транспорта на время непогоды. За последние дни Греция столкнулась с беспрецедентной серией экстремальных погодных явлений, вызванных мощным штормом Адел. Проливные дожди, наводнения, оползни, град, штормовые ветры и даже редкие торнадо обрушились на различные регионы страны, заставив власти объявить чрезвычайное положение в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, пострадали тысячи жителей, а ущерб инфраструктуре оценивается в миллионы евро. Власти ввели красный код тревоги для Ионических островов, Эпира, Западной Греции и других зон. Службы гражданской обороны переведены в режим полной готовности. Одним из самых драматичных инцидентов стал крупный оползень в поселении Агнанда, муниципалитет Центральный Цумерка в регионе Эпир. Многодневные ливни привели к переувлажнению почвы и обвалу склона прямо под жилыми дворами. Образовавшийся провал достиг глубины 5-7 метров, а несколько зданий оказались буквально на краю обрыва. Местные власти эвакуировали около 50 жителей, чтобы избежать трагедий. Аналогичные оползни зафиксированы в других частях Эпира, в Загуре, Филиатах и Зеросе. Дороги превратились в реки грязи, а мосты и сети электроснабжения серьезно повреждены. В столичном регионе Аттика непрекращающиеся дожди и грозы вызвали масштабные подтопления, парализовавшие движение на ключевых улицах. Осадки достигали 70-90 мм за сутки, что привело к локальным наводнениям. Автомобилисты и общественный транспорт часами стояли в пробках, пожарные службы получили более 150 вызовов из-за подтоплений.
На острове Кефалония шторм Адел проявился в особенно зрелищной форме. Сильный град размером с грецкий орех обрушился на побережье, а из моря вышел водяной смерч в районе Зола, повредив несколько лодок и пляжных сооружений. По сообщениям метеорологов, шторм Адел ослабеет к 30 ноября, но локальные дожди сохранятся в Эгейском море и Фракии. Эксперты связывают интенсивность осадков с климатическими изменениями, подчеркивая необходимость обновления существующей ливневой канализации. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. На горнолыжном курорте Штубай в Тироле произошел сход крупной лавиной, которая накрыла 8 лыжников, катавшихся вне трассы. Лавина сошла утром в четверг на неофициальной трассе к востоку от перевала Даунсхарт, территории для фрирайда, находящейся за пределами маркированных и защищенных трасс. По предварительным данным полиции, лавина была спровоцирована самими лыжниками, пересекавшими склон со значительным снежным покровом. Снежная масса сошла на нижнюю часть склона номер 9 Кагельфернер, который был немедленно закрыт. В спасательной операции приняли участие 250 специалистов, включая горно-спасательные отряды из Нёйс-Штифта и Зёльдена, кинологические службы, несколько медицинских и полицейских вертолетов, а также польские и немецкие солдаты, проходившие учения неподалеку. Все 8 туристов, граждане Германии, Болгарии и Австрии, смогли самостоятельно выбраться из снега еще до прибытия основных спасательных групп. 4 из них получили незначительные травмы, 2 доставили в больницу города Халь в Тироле на вертолете. Австрийская ассоциация альпинистов выпустила серьезное предупреждение. Опасность схода лавин на территориях вне трасс в настоящее время повышена. В регионе выпало до 70 сантиметров свежего снега, который еще не успел надежно сцепиться с базовым слоем. В Южно-Сахалинске произошло обрушение строящегося ангара. Инцидент произошел вчера днем на строительной площадке во время заливки бетона на улице Энергетиков 3А и унес жизни 3 рабочих. В результате происшествия пострадали 4 человека. По данным Минздрава Сахалинской области, их состояние не вызывало серьезных опасений. Людей оперативно извлекли из-под обломков и оказали первую медицинскую помощь. Для реагирования на ЧП к месту были направлены 5 машин скорой помощи, руководитель медорганизации лично координировал работу бригад. После углубленного обследования в областной клинической больнице 3 пострадавших отказались от госпитализации. В медучреждении остался 1 человек. В поисково-спасательной операции были задействованы 70 человек и 18 единиц техники, включая 2 крановые группы, световые башни и 2 кинологических расчета. Работы велись в круглосуточном режиме. Ситуацию осложняло большое количество свежего бетона, который приходилось размывать водой под давлением, чтобы расчистить завалы и извлечь тела погибших. Правоохранительными органами Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Виновным грозит серьезное наказание. Масштабное наводнение и оползни, спровоцированные тропическим циклоном Сеньяр и интенсивными муссонными дождями, продолжают сеять хаос на севере и западе индонезийского острова Суматра. По уточненным данным Национального агентства по борьбе с катастрофами, число погибших достигло 164 человек. Еще 79 числятся пропавшими без вести. Эпицентр бедствия – провинция Северная Суматра, где стихия унесла жизни 116 человек. Спасательные операции осложняются разрушенной инфраструктурой, и власти опасаются, что реальная цифра жертв может быть выше. Провинция Северная Суматра пострадала сильнее всего. Наводнения затопили целые кварталы в столице Медани и округе Дели-Серданг. Там вода поднялась до крыш домов. Оползни в районах Сиболга, центрального Тапазули и южного Тапанули уничтожили десятки зданий. В результате затоплено около 2000 домов и общественных зданий, эвакуировано более 10 тысяч человек. Доступ к удаленным селам затруднен из-за обрушенных мостов и размытых дорог. В провинции Ачех погибли 25 человек, 25 пропали без вести. Наводнения разрушили мосты, соединяющие Ачех с Северной Суматрой, и затопили рисовые поля. В Западной Суматре жертвами стали 23 человека, 12 остаются пропавшими без вести.
Затоплено свыше 17 тысяч домов, уничтожены фермы и общественные объекты. Около 23 тысяч жителей находятся во временных лагерях. Спасатели, военные и волонтеры работают в экстремальных условиях. Поврежденные дороги, отсутствие тяжелой техники и риск повторных оползней замедляют оказание помощи и создают дополнительные трудности. Национальное агентство по борьбе с катастрофами задействовало вертолеты для доставки помощи и проведения эвакуации в особо сложных районах. Правительство направило 4 самолета со всем необходимым в пострадавшие провинции. Вчера Гватемалу сотрясло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в непосредственной близости от активного вулкана Санта-Мария, известного своим опасным купольным комплексом Сантьягито. По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, толчок произошел на глубине около 140 километров в районе Кесальтенанга, примерно в 5 километрах к юго-западу от вулкана Санта-Мария. Максимальная интенсивность события составила 7 баллов по шкале Меркалии в ближайшем поселении Сантьяго-Атитлан и в окрестностях Сантьягита. Землетрясение ощутили на значительной территории от Кесальтенанга до Гватемала-Сити на расстоянии 150 километров и даже в соседнем Сальвадоре. Сильных разрушений удалось избежать, тем не менее толчки посеяли панику среди населения. Ученые отмечают, что землетрясение могло быть связано с тектонической активностью в зоне субдукции кокосовой плиты под центральноамериканским вулканическим поясом, где расположен вулкан Санта-Мария. Юго-западные регионы Болгарии столкнулись с серьезными последствиями проливных дождей, которые привели к стремительному подъему уровня воды и локальным наводнениям. Уровень осадков достиг критических значений. За 24 часа в регионе выпало около 30 миллиметров осадков, местами до 80. В городах Санданский и Петрич всего за 3 часа уровень осадков составил 40 миллиметров, что вызвало внезапные паводки. В Санданске затоплены улицы, подвалы и первые этажи домов. Особенно пострадали села Новоделчево, Джигурово и Лешница. В пострадавших районах серьезно затруднено движение транспорта. Некоторые мосты находятся под водой. В селе Генерал Тодоров подтоплены железнодорожная станция и около 10 домов. Сложная обстановка наблюдается и в Петриче, где интенсивные ливни привели к затоплению улиц, частных домов, общественных зданий и отдельных участков дорожной инфраструктуры. Власти пострадавших регионов объявили чрезвычайное положение, направив команды спасателей на устранение последствий наводнений. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющимися рисками из-за нестабильной погодной обстановки. Этот год удивил жителей Италии ранним приходом зимы. На страну обрушилось аномальное похолодание, принесшее снег не только в Альпы, но и на Апеннине, которые с севера на юг укрылись белым покрывалом. Метеорологи сообщают об аномальном снижении температуры. Минимальные и максимальные показатели оказались на 6-7 градусов Цельсия ниже среднесезонных значений. Это связано с притоком полярного воздуха, который движется с Балтики через пролив Бора. Холода сильно ударили и по острову Сардиния. Во внутренних районах зафиксированы заморозки, а температура воздуха приблизилась к нулю. Это сразу создало проблемы для дорожного движения в сельских районах. В то время как север и центр страны страдают от холода и снега, на юге Апулии прошли сильные грозы. Интенсивный дождь и град привели к локальным наводнениям, затронувшим несколько городов в провинциях Таранто, Бриндизи и Лечче. У побережья Галлиполи даже прошел водяной смерч. Власти по всей стране призывают граждан соблюдать осторожность, особенно на дорогах, где образовалась гололедица, и в районах, подверженных риску наводнений. Сильные проливные дожди, не прекращающиеся в последние дни на острове Суматра, спровоцировали сход оползня в районе Пасия-Лавех в округе Лубук-Анунг. Масса земли, грязи и деревьев сошла со склона холма и повредила несколько домов, а также заблокировала дорогу.
В результате стихии оказалось нарушено движение транспорта в пострадавшем районе. Оползень стал частью более широкой череды бедствий, охвативших Северную и Западную Суматру в конце ноября. Власти и службы гражданской обороны продолжают работать в режиме чрезвычайного положения, расчищая завалы и оказывая помощь пострадавшим. Жителям Западной Суматры рекомендовано избегать поездок в горные районы и русла рек из-за высокого риска повторных оползней и наводнений. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.